Всем привет-привет! Всем прекрасной пятницы! Сегодня мы с вами будем делать расклад, который предложила Валентина Сизова. В принципе, это не было раскладом, это был вопрос в комментарии. С чем связано мое одиночество и пустота? Я решила сделать расклад на эту тему. Смысл этого расклада, да, и что я ожидаю от него, я рассказала в своем телеграм-канале. В рубрике «Полет мыслей», где я комментирую темы раскладов на YouTube. Кому интересно, можете перейти в мой телеграм и там все это посмотреть. Вот. Чтобы попасть в телеграм, под этим роликом есть ссылка «Мои услуги». Нажимаете туда, это топ-линк, и выбираете телеграм-канал и попадаете на мой телеграм-канал. Либо в разделе «Сообщество», в любом посте, который я публикую, а я их публикую по пятницам с анонсом на блиц-консультации каждой недели, в самом низу тоже есть ссылка на телеграм-канал. И сегодня как раз в разделе «Сообщество» вышел анонс приглашения на очередные блиц-консультации на тему «Расклад без вопросов». То есть расклад-поток. Вот. Кому интересно, присылайте свои заявки. Также в документе «Мои услуги» под этим роликом вы сможете найти информацию о том, как можно записаться ко мне на личную консультацию, либо прийти на беседу со смыслом, да, что это за услуга, как она работает, сколько стоит. Вся необходимая информация есть в этом документе. Можете почитать. Вот. Позиции у нас сегодня будет 3, как обычно, и мы с вами сразу приступим. Итак, позиция номер 1, голубенький камешек. Смотрим, кто выбрал первую позицию, единички. С чем связано ваше одиночество и пустота? Сразу буду спрашивать. С чем связано ваше одиночество и пустота? Здесь, скорее всего, это связано с отсутствием какого-либо интереса к жизни, да, либо, наоборот, недостаток энергии. То есть здесь недостаток энергии, недостаток каких-то новых впечатлений. То есть ваш Бубнов, он указывает на то, что человек находится в той стадии, когда в нем только зажигается некая такая искра, она еще не превратилась в пламя, либо в какой-то огонь, она в любой момент может потухнуть. Она существует только тогда, когда эту искру чем-то можно подпитывать, да, либо разжечь. Как правило, поскольку это бубны. Разжечь можно, не знаю, каким-то интересом, да, либо какими-то мыслями, новыми впечатлениями. Здесь, по сути, человек, он, в принципе, идет по жизни, да, он что-то здесь выучил для себя, получил какую-то информацию, но здесь еще нету некого такого опыта. Вот именно в той тематике присутствует некая такая неуверенность, человек еще не знает, куда идти, как идти, да, опыта здесь нету. И поэтому одиночество может быть связано с тем, что, возможно, не хватает еще каких-то знаний, какой-то информации, да, чтобы понять, куда мне идти, что я хочу, для чего мне это нужно. Знаете, такие философские вопросы. Вот. А если в более таком примитивном уровне, то просто у человека нету интереса в жизни, вообще нету каких-либо желаний. Если они есть, то если их не подогревать, они очень быстро иссякаются. Поэтому здесь человеку, в принципе, ничего не интересно. Отсюда это и чувство одиночества. Еще с чем связано одиночество и внутренняя пустота. Видите, аркан колесницы указывает на то, что человек никуда не двигается. И, в принципе, система под названием «человек» не двигается никуда просто потому, что нету заданных координат. И поэтому человек находится здесь в какой-то своем колесе обозрения, да, ходит по кругу, одно и то же, одни и те же впечатления. То есть здесь как будто бы не хватает чего-то нового.
новых впечатлений, новых интересов, новых каких-то желаний. Но первично здесь у человека нету желания. Оно появляется вспышками и очень быстро перегорает. И это самая главная причина. То есть, причем желания, мы не говорим какие-то общие, а желания в контексте, я не знаю, жизни, что-то новое узнать, что-то новое познать. Здесь не желание в приобретении материальных благ, а скорее всего здесь вообще желания жизни вот нету. И отсюда идет это чувство одиночества. Еще с чем связано чувство одиночества? Туз пентаклей. Отсутствием перемен в вашей жизни, да, то есть, возможно, все настолько стабильно, все столько предсказуемо, ясно, понятно, что, ну, у человека теряется интерес. Вот, и поэтому здесь необходимы перемены. Здесь все арканы указывают на то, что необходимы перемены, необходимо как-то себя подпитывать, поддерживать, включать свою силу воли, желание. Здесь так, знаете, ощущение того, что человек просто сдался. Бывают такие моменты, может быть, это временное, может быть, это следствие чего-то, а может быть, это просто ваш такой характер, да, у человека вообще нету. Есть такие люди, которые всю жизнь проживают без какого-либо интереса, то есть, знаете, там, дом, работа, дом, работа. На таком уровне развития они находятся. Конечно же, их задача выйти из этого состояния, но никто никого никогда не подгоняет и не заставляет. Если человек сам не хочет, свобода воли говорит о том, что окей, пребывай в этом состоянии. Поэтому здесь одиночество от этого, то есть, ну, нету смысла. Что предшествовало этому? Почему человек утратил смыслы? Какие-то страхи одолевают человека, да, что за страхи, чего он тут испугался. Смотрите, здесь может быть интересный такой момент, возможно, во-первых, здесь закрытие. Человек испугался чего-то во внешнем мире и закрылся внутри себя. Да? То есть вот чего он тут такого испугался, что он закрылся. Ну, человек боится боли, боится каких-либо разочарований. Скорее всего, был какой-то опыт такой, который принес человеку боль. И здесь он закрыл свое сердце. Вот, и испугался того, что эта ситуация, может быть, может повториться. Вот то, что я говорила, недостаток информации, недостаток знаний. Человек не знает, как справляться с такими, в таких ситуациях, да, с такими вещами, когда тебе больно. Вот. Страх. Что такое страх? Это страх, это состояние отсутствия ясности. То есть, когда ты что-то знаешь, ты не боишься. Ты боишься того, чего ты, в принципе, не знаешь. Что ты не знаешь, как ты справишься с этой ситуацией, не знаешь, как ты отреагируешь на эту ситуацию. Ты не уверен в себе. Это все вызывает состояние тревоги и беспокойства. В данном случае вот это вот какая-то болезненная такая ситуация, и человек закрыл свое сердце, вот, просто потому, что он не справился. Для него, возможно, это было уроком, и он должен был сделать какие-то определенные выводы из этого, да, научиться здесь чему-то, чтобы в дальнейшем уметь взаимодействовать с людьми и не бояться, да, что человек причинит боль. И велика вероятность, что как отражение того, что происходит внутри самого человека, ему и причинили боль. То есть что-то, видимо, подсветили. Но человек неправильно, неверно интерпретировал эту ситуацию. Вот, и испугался и закрылся. И вот в этой заперти, так как он сидит с закрытыми окнами и дверями, будем надеяться, что это не лето, потому что иначе он вымрет, да, потому что очень жарко. Но человек находится в своем состоянии, он никого не слышит, он не слышит свое сердце, он в заперти, сам себя изолировал, то есть состояние одиночества, я сам себя изолировал. Это мой собственный выбор. Отсюда и чувство, что я одинок, мной никто не интересуется, я никому не нужен, потому что это был ваш выбор. Выбор на основе какого-то болезненного урока. Вот. Что здесь делать? Ну, здесь уже выбор за самим человеком, да. Но в идеале мы понимаем, там, где вход, там и выход. Если вы сами себя заперли, значит, и выход будет отпереть все двери и выйти в этот мир, довериться. Но это будет сложно, потому что напоминание о прошлом, оно все равно не дает
ну, не успокоит. То есть здесь, знаете, человек, он пока не проработает вот эту свою боль, да, почему он сам себе причиняет боль, почему он фокусируется на этих негативных энергиях. Здесь, в принципе, ничего не изменится, потому что перемены, они, видите, человек в своем круге крутится, да, вращается по одному и тому же сценарию. Здесь нужны перемены, и перемены только сам человек себе может дать. Нету внешних каких-то сил, которые бы ему указали на то, что вот сделай, вот это сделай, там еще что. То, что я сказала в самом начале. Если вы сами не выйдете, так и будете сидеть, да, то есть вас никто вытаскивать не будет. Сколько времени просидите? Ну, здесь, насколько вас хватит вашего терпения, вашего желания, можно и всю жизнь просидеть, никто вам ничего не скажет. Вот. Откуда пустота? То есть про одиночество мы поняли, а пустота? Пустота, вот как раз-таки жертвоприношение, да? В чем вы здесь жертвите? Вы не идете по зову своей души, вы не делаете то, что вы хотите, вы не реализовываете свои желания, свои какие-то мечты. Вы не проживаете свою жизнь, и отсюда вот эта вот пустота. То есть вот эту пустоту внутреннюю, ее можно заполнить только какими-то новыми смыслами и только тогда, когда вы выйдете наружу. А пока вы закрываетесь от всего мира и вам страшно, вы будете вот так вот сидеть вот в этой льдинке, кричать о помощи, и никто вам не поможет, потому что это ваш путь, и его вы должны пройти сами. Если считаете, что невозможно его пройти, ну, то есть усталость, и я уже не могу, у вас всегда есть право попросить о помощи. То есть помогите себе сами, и высшие силы откроют вам небеса, откроют вам дороги. Но первично ваш импульс должен идти от вас, желание должно быть ваше. Вы не проживаете свою жизнь, и отсюда вот эта вот опустошенность, да, какая-то черная дыра внутри вашего сердца. И ненужность, невостребованность. Ну, такое ощущение, что это вот ваши иллюзорные интерпретации какой-то ситуации. Вы слишком много значения ей придали, и вот ваше эго на данном этапе страдает. Оно страдает, и вместе с ним вы. И здесь возникает вопрос, кто в доме хозяин, вы или ваше эго. Если вы в контексте осознанности, да, разумности, то делайте соответственные выводы и выходите из этого состояния. Если ваше эго имеет бразды правления, то окей, значит, еще не время вам вырасти, значит, вы и так будете продолжать жить в этом состоянии. Так, это была первая позиция. Думаю, коротко, но по существу. Так, позиция номер 2. Красный камешек. Двоечки, в чем ваша, с чем связано ваше одиночество? С чем связано ваше одиночество? Здесь какой-то кармический урок, либо по справедливости как-то. С чем связано одиночество? С чувством любви. Да, состоянием наполненности, то есть как будто бы, не знаю, здесь какая-то грусть идет. Вот вроде бы человек и хочет этой любви, и у него есть какие-то желания, да, чувственного аспекта, но он их не реализовывает, он их как будто бы сдерживает. Здесь есть какие-то сдерживающие факторы. Что вас сдерживает? Ну, непонятно. Непонятно. Возможно, что такое тайное, непонятное, неосознанное. Здесь чувство, что вы как будто бы что-то не завершили, что-то не доделали. Вот я говорю, здесь как кармический урок. Одиночество, чувство одиночества, как будто бы не прошли какой-то урок. И вы это понимаете, что надо что-то здесь завершить, а понимание, что конкретно завершить, вы не знаете, и поэтому вы чувствуете это одиночество. Что здесь нужно завершить? Ну вот красочно карты и сказали. С королем жезлов, да, с королем жезлов здесь что-то нужно завершить. Что-то не допрожили с человеком, ярким таким, знаете, человеком, возможно, который не укротил какие-то свои
страсти, не укротил свои животные какие-то инстинкты такие. Возможно, это были какие-то легкие отношения. Вот, и причем, знаете, так интересно, этот человек, он такой яркий. Ну, в принципе, могут проходить любовники, хотя по королю жезлов это люди, которые могут нести ответственность. Вопрос в том, что здесь энергии, они противоположные. У вас вода, а у него огонь. Причем абсолютные крайности, да, у него огненная часть огня, а у вас водная часть воды, то есть стихия в чистом ее виде, в чистом проявлении. И здесь получается, что какой-то вот кармический урок именно с человеком огня, не огненной стихии, а огня вы не завершили. То есть это человек страстный, яркий, очень подвижный, нестабильный, какой-то такой, знаете, энтузиазм, харизма, вот, яркость присутствует и движение. Вы же, наоборот, более такая пассивная, мягкая, принимающая, понимающая, покладистая. И поскольку здесь две противоположности, вот этого вот баланса все никак по аркану справедливости все никак не случается, да, то есть как-то вы не прошли какой-то здесь урок с этим человеком. Это не обязательно любовные, да, какие-то моменты. Я просто указываю на то, какой это человек. Какой урок вы должны были с ним пройти, с этим человеком? Во-первых, здесь нету примирения, да, здесь должно было быть примирение, прояснение, то есть что-то вы здесь не прояснили с этим человеком. Да, вы как будто бы испугались. Испугались, что что-то у вас заберут, что заберут какое-то удовольствие. Вот. Здесь, может быть, возможно, было какое-то недопонимание, да, и у меня ощущение, что человек просто встал и ушел. Он устал. Он устал, возможно, здесь как-то от ваших капризов, упреков, но здесь ощущение того, что вот надо было просто договориться с этим человеком, надо было прояснить эту ситуацию. Эта ситуация, она какая-то, ну, непонятная, неясная. Возможно, человек лишился, да, каких-то финансовых ресурсов своих. Вот что-то здесь такое произошло, что полностью обнажило и опустошило либо это ваши отношения, либо вас, либо вашего человека, но здесь была утрата. Здесь ушло какое-то удовольствие, здесь ушло наслаждение. Возможно, вы хотели, возможно, человек хотел, возможно, вместе как-то не договорились. То есть здесь однозначно был урок. По пятерке бубнов здесь был урок, и вы его не усвоили. То есть, что здесь надо было прояснить? Есть какая-то такая ситуация, знаете, когда кто-то кому-то не протянул руку помощи, кто-то кому-то не помог. И, скорее всего, здесь просто игра эгоизмов. Либо оба, либо один. Ну, мне, скорее всего, вы оба как-то каждый по-своему, да, то есть один обиделся, я закрылся, либо я закрылась, и мне никто не нужен, а другой вроде бы говорит о том, что я тебе протягиваю руку помощи, а ты ее не берешь, потому что ты обиделся, но если так, тогда и я пойду, да, то есть вот, ну, просто, вот, знаете, такое ощущение, как детский сад какой-то. Не допоняли, не допрояснили. Вот пока здесь вот этот урок не будет пройден, чувство одиночества, оно вас не отпустит. И здесь вопрос не в том, что пока вы не завершили, если, допустим, предположим, если это касается личной жизни, хотя здесь не факт, вы не сможете, допустим, познакомиться с другим человеком. Здесь речь не об этом, а здесь акцент идет на урок. То есть вы должны были усвоить этот урок именно в коммуникации. Если этот урок не усвоен, то неважно, какие это взаимоотношения, любовные, родственные, там, мать, ребенок, либо еще что-то, этот урок не усвоен. И отсюда вот это вот состояние одиночества, да, то есть непонимание, меня не понимают, я не востребована, я никому не нужна, у меня есть много чувств, у меня есть любви, у меня есть внимание, я не знаю, кому отдать это.
а вам говорят, что тот человек, которому нужно было дать, с которым вы могли бы пройти этот урок, да, он бы включил в вас движение, активность, да, проживание жизни очень яркое, а вы бы, наоборот, как-то поусмирили, успокоили бы его пыл, то, в принципе, здесь гармония между огнем и водой должна была быть достигнута. Но такого не случилось, и поэтому вот это вот чувство одиночества. Потому что есть ощущение, что что-то не завершено. И вот как будто бы, знаете, я и дальше пойти не могу, потому что мне ничего другого не интересно. А то, что интересно, я как будто бы этот урок не прошла. И вот есть ощущение того, что вот как резинку, знаете, натянулась, и вот вроде бы оно тянет. Вы ушли, а резиночка опять притягивает. Да? То есть ты никуда не пойдешь, пока ты вот, не отработаешь этот урок. Что вам нужно сделать здесь? Перемены запустить в своей жизни, да, отпустить. То есть здесь, скорее всего, можно что-то осознать, понять, как что, да, но понять, знаете, как понимаешь, когда урок пройден, когда у тебя нет уже никаких претензий никому и ни к чему, да, когда ты чувствуешь вот такое, знаете, облегчение, когда чувствуешь легкость, когда чувствуешь, что все хорошо. Да, то есть меня ни за что не дергает, меня ничего не беспокоит в контексте вот этого урока, который нужно пройти. Вот здесь вы за что-то еще держитесь, либо за этого человека, либо за какие-то свои понятия и принципы, которые вы не изменили, либо за какие-то убеждения. То есть здесь есть еще, либо вы не хотите меняться. То есть поэтому вот такие моменты. Я не буду здесь копать, потому что здесь какую-то конкретную историю нам хотят рассказать. В принципе, это не в теме расклада. Нам важно понять, с чем связано. С чем связано, я рассказала. Это касательно одиночества. А что касается пустоты, с чем связано чувство пустоты? Здесь вот этот вот момент, что он не... Нету какого-то исцеления. Вы как будто бы не можете найти гармонию внутри себя. Как-то не можете все соединить воедино. Не можете успокоить свою душу. Пустота связана с тем, что вы придумываете того, чего нету. Да. Вы и сами внутри себя договориться не можете, поэтому у вас такой кармический урок, да, то есть очень много каких-то противоречий внутри вас, разногласий, причем это все придуманное вами. Для чего и как и почему, я не буду сейчас смотреть, но суть здесь заключается в том, что очень много противоречий, вы как-то не можете успокоиться. По сути, получается, что внутри вас нету этого успокоения, вы сами себе придумываете того, чего нету, и сами же от этого страдаете. То есть, знаете, игра одного актера в разных ролях внутри вас. Вот, и, как некие такие субличности, да, которые между собой не могут договориться. И поскольку этой договоренности нету внутри вас, как следствие и во внешнем мире сложно здесь договориться, и поэтому вот этот урок, который вам дали с человеком, чтобы вы научились договариваться, да, особенно если этот человек, разнится, вам прям отличается очень сильно, прям кардинальная противоположность. Здесь вот прям очень-очень сложно. И поэтому это пустота, да, то есть пустота, я не могу успокоиться, вот как будто бы нету какой-то тишины. Видите, заметьте, здесь, например, на этом аркане сидит человек, и на ветках здесь ребенок, а здесь обезьянка, да, то есть каждый проигрывает свою роль. И здесь 3 человека, да, и каждый проигрывает какую-то свою роль, и вот внутри этот лемур, а здесь человек сидит, да, то есть получается, что вот как-то нету какого-то примирения. Здесь 3 персонажа, здесь человек, здесь лемур в центре внимания. То есть вы в центре внимания, а ваши какие-то субличности, они между собой не могут договориться. Почему? Потому что идет какое-то отстаивание, идет какое-то сражение. С чем-то вы тут отчаянно боретесь. С чем вы тут боретесь? Поэтому чувство пустоты. С обнулением. Видите, вот вы не хотите что-то поменять. Есть продолжение того, что я говорила, и отсюда пустота.
То есть заполнить эту пустоту я не могу, потому что я не могу сам с собой договориться, а изменить, как-то вот отказаться от этой ситуации, да, что-то изменить, я тоже не могу, да, нету какого-то обновления. И здесь получается с тем, что имею, я не справляюсь, а что-то новое не приходит в мою жизнь, да, либо я не хочу это впустить в мою жизнь. И получается и так, и сяк, и я не удовлетворен. Ну, отсюда это одиночество и пустота. Так, это была вторая позиция. Но это все по справедливости. У нас выпал первый аркан справедливости. Это урок, который вы должны пройти и которым должны научиться. Так, позиция номер 3. Зелененький камешек. Троечки. С чем связано ваше одиночество? С чем связано ваше одиночество? С неопределенностью, с выбором. С чем вы здесь не можете определиться? Сами собой. Сами собой. Восьмерка луков указывает нам здесь на потерянную душу. Да, видите, изображение птицы, возможно, чайка, не знаю, птицы как символ души, да, и человек, вот душа вылетела. Человек потерял свой путь, и рядом есть шаман, потому что человек в последний момент попросил о помощи, да, призвал шамана. И вот шаман его поддерживает для того, чтобы, ну, поспособствовать выйти как-то, да, на какой-то путь, либо излечиться, прежде чем пойти дальше. Но здесь одиночество связано с тем, что человек как будто бы утратил свой путь, да. Душа утратила свои ориентиры, и поэтому вы не можете как-то определиться, понять, прояснить для себя. Не можете выбрать, что не можете выбрать, ну, не можете выбрать свой путь, да, куда мне идти, куда мне дальше двигаться. Здесь у вас путь, он как будто бы чисто логически, вы оперируете своим как-то сознанием, без ощущения эмоционального, то есть вот без включения своего сердца, ну, потому что душа здесь, она в принципе утрачена, поэтому чувствительного аспекта здесь нет. И вы не можете поэтому найти баланс между сердцем и вашим умом. Здесь в большей степени ум выигрывает. И отсюда у вас идут вот эти вот утраты. С чем еще связано ваше одиночество? С тем, что вы не принимаете. Вы не принимаете свои какие-то способности, вы не принимаете самого себя, понимаете, здесь есть какие-то части вас, которые вы не принимаете, вы их боитесь, вам кажется, что они причинят вам вред, но на самом деле это части вас самих. И поэтому здесь нету вреда, вы чувствуете себя, что вы как-то меньше, не знаю, то ли этих способностей, то ли этой силы, но это иллюзия. На самом деле вы можете справиться со всем. Либо здесь человек, знаете, как-то не верит в свои силы, вот, и говорит о том, что нет, я не могу, я не умею, у меня не получится. Но это обман, это иллюзия. На самом деле вы все можете, вы можете даже больше, чем то, что у вас есть. У вас нет веры в себя, ну, душу же свою утратили. Еще с чем связано ваше одиночество? Вам не хватает праздников в жизни? Долгое время что-то ожидаете. Вот королева мечей, королева луков, она нам здесь указывает как раз на то, что здесь чистый холодный рассудок. И здесь как будто бы, знаете, не хватает огня и не хватает воды, да, для того, чтобы подогреть воду, чтобы она закипела, чтобы вот жизнь как-то забурлила, чтобы эмоции окрасились в цвета, чтобы вот все заиграло яркими красками. Здесь этого не хватает. У вас холод какой-то, да? Холод, лед, северные страны, прям ледяные такие, что-то веет каким-то холодом, и поэтому жизнь не радуется, и нету праздника, вы ни с кем его разделить не можете.
Так, если еще что-то, с чем связано ваше одиночество, ну, с вашими привязанностями, играми, иллюзиями, ну вот, вы примирить не можете, видите? Двойка луков указывает как раз-таки о том, что вот есть два человека на двух сторонах, условно говоря, берега, да, и никак не можете смириться, да, никак не можете внутри себя найти вот это вот примирение, то, что вас связывает с самим собой. Ну, в данном случае связь между сердцем и логикой. Доминирует пока логика. Ну, исходя из этого, у вас чувство одиночества. А чувство пустоты с чем связано? Знаете, здесь связано с тем, что вы понимаете, что надо что-то изменить. Вы это очень четко и ясно видите. Вы понимаете, что ситуация, так как обстоит сейчас, она вам не нравится. Да? То есть вы не можете находиться в позиции удовольствия здесь, как этот человек, да, сидя на всей этой груди ненужных предметов. Это некомфортно, вам уже сложно удерживаться, да, на вершине вот этого мусора всевозможного, и при этом ваш внутренний взор, он обращен вовне. То есть вы как будто бы, знаете, вам подсказывает интуиция, вы знаете, что нужно делать, но вы по какой-то причине стараетесь защититься. Да? Не хочу я этих перемен, не хочу я ничего объединять, не хочу я ничего соединять. Но отсюда пустота, потому что нет удовлетворения. Душа, понимаете, вот как будто бы нету души, но не в контексте, что нет у вас души, а в контексте вы не чувствуете своего сердца, вы не живете по зову сердца, вы не живете по состоянию того вот, что, ну, здесь не то, чтобы здесь не хватает любви, вы не слышите свое сердце, что оно просит, о чем оно желает, хотя вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что сердце вам здесь подсказывает. Вы это знаете, но вы прям закрываетесь от этого. Почему? И отсюда чувство пустоты. Почему? Потому что не хотите сами с собой конфликтовать, потому что есть какие-то страхи намного больше тех, с которыми вы уже знакомы. Вы не хотите конфликтовать сами с собой, но здесь вот как будто бы не хватает, видите, вам заботы о себе, да, вот этого вот выздоровления себе вы не даете. Почему? Потому что сдерживают это вот какие-то страхи. Чего вы тут конкретно боитесь? Ну, боитесь разбитого сердца, боитесь, что не получите того, чего хотите, но в принципе чего здесь бояться разбитого сердца, если ваше сердце уже разбито? То есть бояться того, что и так уже есть у вас. То есть здесь какая-то иллюзорность присутствует. Вы сами себя боитесь. Видите, все арканы указывают на то, что, вот видите, человек хочет склеить каким-то образом свое прошлое, но прошлое, вот то, что он разбил в зеркале, да, оно уже не склеится. То есть даже если он соберет все абсолютно кусочки, так как раньше, уже не будет. И здесь с этим что-то нужно делать. Здесь нужно перестать смотреть в прошлое, в прошлое и двинуться вперед, да, то есть здесь уже как будто бы, принять какое-то окончательное решение. Здесь не получится уже как-то смириться с какой-то ситуацией, да, либо если это человек, то с каким-то человеком уже не получится. Но в данном случае здесь не надо ничего склеивать, здесь надо двигаться дальше уже в единении. То есть не стараться что-то исправить в своем прошлом, да, а принять все так, как есть, это и будет вашим принятием. И в единении с самим собой двинуться вперед. И еще с чем связана ваша пустота? Вам не хватает вот здесь вот какого-то интереса. Угу. Да вы не двигаетесь вперед. Вы как будто бы играете здесь в какие-то прятки сами собой. Смотрите, как интересно. Чисто, скажем так, случайно, в кавычках, да, случайно.
а король бубнов выпал на королеву бубнов, да, то есть мужское начало и женское, активное огонь и пассивное женское, да, то есть душа и ум. Пустота связана с тем, что вот никак не можете примириться. Хотя и то, и другое является частью вас. То есть то, от чего вы убегаете, это и есть вы. Вот вам это нужно просто понять и осознать. Мне хочется вот просто спросить, да, одним арканом, почему вы закрываетесь от своего сердца? Я просто до сих пор не могу понять, почему вы закрываетесь от сердца. Потому что вы не хотите решать здесь какие-то задачи. Придумываете того, чего нет. Вам кажется, что если вы будете слушать свое сердце, это разрушит вас полностью. Вот в этом-то и есть, понимаете, иллюзия. Вы боитесь разрушения сердцем, да, что вот сердце будет причиной, почему мои устои, мои какие-то убеждения, они разрушат меня. Вы боитесь потерять себя, да, что вот если я буду жить по сердцу, то я тогда потеряю свой разум. Вы уже потеряли, только не свой разум, вы потеряли себя, вы потеряли намного больше. Поэтому вы включаете свою разумность, контроль, я буду этим управлять, я буду это контролировать, ну, в данном случае сердце, а оно уже и так страдает. Оно уже и так страдает. Но вы не осознаете, что, исключая что-то одно, в данном случае ваше сердце, вы, по сути, исключаете самого себя. То есть мне кажется, что если я буду контролировать своим умом сердце, свои эмоции, свои состояния, переживания, то я буду молодец. Да, что вот я как-то буду таким образом, я сам себя оберегаю, да, сохраняю от каких-то ненужных эмоций и переживаний. Но по факту, закрывая свои эмоции, вы закрываете себе полностью путь, и вы, как ум, вы тоже не развиваетесь. И от этого страдаете оба, и ум, и сердце. Вы никуда не движетесь из-за этого. Но при этом ум рисует придуманные картинки того, что нет, это не так. Да? Я лучше буду жить логикой, и мне будет все окей. И ваша жизнь логика, она приводит вас вот к этим двум арканам, да? Утрата своей души и страданий. Вы страдаете, но ум четко не признает этот момент. Нет, он считает, что он правильно, но здесь получается так, что если вы от чего-то отказываетесь, то, от чего вы отказываетесь, это намного больше, здесь сердце. Отказываетесь от своих эмоций, вы, по сути, отказываетесь от себя. И неважно, если, как это называется эмоции, либо это называется руки-ноги, либо, там, я не знаю, тело. Вы, по сути, отказываетесь от своей руки, к примеру, да, левой руки, либо левой ноги. Как можно двигаться по жизни вот именно вот таким инвалидом, ну, не целостным человеком? Задумайтесь над этим. Пересмотрите свою позицию. Так, это была третья позиция, зелененький камешек. На этом все. Благодарю Валентину за идею к раскладу. Если вам понравилось, напишите, либо пролайкайте, либо поделитесь этим роликом, если хотите. Вот. А кому интересно, приходите на телеграм-канал. Там, ну, более серьезные такие расклады. Опять же таки, должна сказать такую оговорочку, потому что я так понимаю, что не всем подойдет телеграм-канал. Может быть, кому-то он покажется, что он слишком серьезный. И, ну, я не воспринимаю не в контексте, что информация серьезная, а в контексте именно готовности восприятия. Да? То есть, ну, я не готова, допустим, воспринимать какую-то такую более глубинную информацию. Окей, просто предупреждаю. Прощаюсь с вами, приходите на блиц-консультации этих выходных на тему расклад без вопроса. Всем остальным приятных выходных до понедельника. Всем пока-пока.